Здравствуйте! Не так давно вышел мультсериал от Netflix по мотивам игры от Capcom Devil May Cry, или в переводе «Дьявол может плакать». Ну и я решил заценить, что это вообще такое, да рассказать об этом вам. Перед началом только попрошу вас подписаться на телегу, поскольку это единственный спонсор данного видео. Ссылка на экране и в описании. Приятного просмотра. Первая серия. Грабители проникают в особняк, отключив камеры, устанавливают бомбы и происходит бум. Следующим кадром челики уже тырят украшением, как вдруг появляется огромный кролик с кулоном на груди. Это кролик? Да плевать кто. Убейте его. Животное начинает заливать, что они тыбзят украшения, но не замечают самого дорогого. Подходит он к огражденному экспонату и, как оказывается, нанял их он сам, заплатив при этом $2,5 миллиона. Сколько? Заяц ломает стекло и достает меч. Тут же включается тревога, и охранники выдвигаются на точку. Это оказывается меч рыцаря демона Спарды. В нем буквально хранится ад. Бери что хочешь. Главное, чтобы Рэмпорт нам заплатили. Могу уверить вас, вам заплатят все, что вам причитается. Ворюги садятся на жопу и открывают огонь, но тот ловко отражает пули мечом и убивает всех. Тут же появляются охранники, которые его окружают. Совсем скоро этот мир станет намного больше. Ну, только не для вас. Он жмет на кнопку и происходит взрыв. Прям как в аду все выглядит. С первых минут захватывает Терек. Нам показывают женщину с ребенком на коляске. Она сталкивается с мужичком, из-за чего роняет сумку. Пока она собирает вещи, ребенок пропадает, но через мгновение появляется, причем явно не ее. Она замечает, как девчушка роняет игрушку, которая укатывается в темный переулок, отправляется за ней, и уже там сзади нее спавнится какая-то страховина. Пожалуйста, заберите меня. Не трогайте мою дочь. В моменте по существу прилетает пуля. Знакомьтесь, это и есть главный герой, чье имя нам еще не сказали. Он расстреливает летучих тварей, а в последнюю запускает пулю с гравировкой. Да, обычно после такой потасовки я бросаю какую-нибудь крутую фразочку, а сейчас ничего в голову не идет. Ребенок превращается в синюю монстрятину и пытается напасть на блондинчика, но тот вовремя оборачивается. Глядя на ребенка, он понимает, что тут что-то нечисто, и в этот же момент оно превращается в монстрятину. Стойте! Что вы творите? Это же мой ребенок! Нет, это... Оклемавшись, он выбегает на проспект, но теряет ее из виду. Заставка сделана очень круто. На фоне играет песня Keep Rolling. Новости. Ведущая рассказывает, что неизвестное летающее существо разгромило целый Ватикан. Не, ну а чё они хотели? Страна-то маленькая. Трое других репортеров обсуждают произошедшее. Один из них вкидывает, что Америка и так впереди планеты всей. Но даже у них нет таких технологий. Чел подумал, что это какие-то суперкостюмы летающие. Даже Тони Старк Другой перебивает его, говоря, что такие технологии есть у русских. Они что, нас за кретинов держат? Это удар против самого Господа Бога! И нанесла его изощренная сеть демонов-террористов из самого ада! Нас переносят в Белый дом. Ученый поясняет, что нападения были совершены демонами-террористами. Вице-президент упоминает некого доктора Фишера, а президент недоумевает, как они поняли, что это были демоны. Ответ по ДНК. А вы знаете, как выглядит ДНК демона? ДНК демонов схожа с человеческой примерно на 57%. Столько же, кстати, смотрят видео без подписки. Если все, кто смотрит без подписки, подпишутся, мы быстро достигнем цели в 250 тысяч. На данный момент у нас 243 тысячи подписчиков. Так что если ты вдруг еще не подписан, подпишись. Цифра 57% получается, поскольку один из предков людей смог попасть в параллельную вселенную. Уже в аду они адаптировались. Та враждебная среда, о которой вы говорите, это ад. Они обнаружили межпространственный разлом, через который они попадают на Землю. Из-за того, что поле дестабилизируется, получаются порталы. К сожалению, оно нестабильно в последнее время, а вот, к счастью, порталы не способны перемещать более сложные молекулярные структуры. И это значит... Это значит, что демонам посильнее сюда не пробраться. Старине только что сказали, что портал не может удержать более сложную молекулярную структуру, а он переспрашивает: чисто я на уроке физики. Хуй пойми, как оно работает все. Русским языком говорите? Кудрявый работает на нике Dark.com, независимая охранная фирма, функционирующая на бабки богатых людей. И, кстати, таким является вице-президент. Этот хрыщ и есть их владелец, потому как они целиком и полностью ему подчиняются. Далее вы это увидите. И в самом начале вкину, что он мне не очень-то и нравится. Какой-то типок вылетает к ним в кабинет, держа диск в руке. Это оказывается запись от лица бандитов. Все пребывают в ахуе от видео. Совсем скоро врата ада будут открыты, а любому хомо сапиенсу, желающему присоединиться, скажу: хотите поймать кролика? Найдите себе охотника. Президент тильтуется всего этого, так как проблем и так выше крыши, а тут еще и демонюги начали спавниться. Тайминг!
Ученый выкупает, что это послание и требует найти охотников на демонов. Они приступают к ловле и пакуют сразу 4 охотников. Наш герой заходит в кафешку, где мороженку садится уплетать. Пока он люто чилит, прямо в заведение начинает лететь грузовик. Приходится всех супер быстро спасать, и происходит бум. Оклемавшись после взрыва, ему является его брат, который умер, и произносит его имя – Данте. После чего превращается в того самого синего монстра из начала, и завязывается месиловка. Они перемещаются в подвал. Монстрятина втихую подкрадывается к нему и собирается нанести удар. Смена кадра, допросная. Всех пойманных охотников прессуют. Один из них оказывается в курсе про кролика и рассказывает про посредника, который как раз общался с этим зайцем и состряпал с ним дельце. Если мы сможем это подтвердить... Если я возьмусь за это, если смогу это сделать, мне нужны гарантии. Выходит, белый кролик орудовал прямо здесь, в Нью-Йорке. Назови имя! Полиция вламывается к тому самому посреднику. Увидев их, он сразу дает по газам, но не успевает спрятаться. Приходит он в себя в камере. Правительство просит инфу про кролика. Поначалу он, естественно, сливается и пытается отмазаться, что никакого кролика не знает и так далее. Однако потом, когда ему грозятся вскрыть пузо, рассказывает, что он пришел к нему из-за того, что демоны устроили переполох. И он не показался странным? 2-метровый говорящий кролик. На моей работе и не такое увидишь. Ну да, ты же каждый день работаешь с кроликами говорящими. Обыденность? Да ладно, просто денег дали, вот и рот закрыл. Этот кролик хотел нанять конкретно Данте. Ученый сразу же понимает, о ком идет речь, да находит его досье. Он ушел в самоволку аж с 5 работ. Почему? Здесь сказано, что он заскучал. Данте уворачивается от удара. Тварюка требует отдать амулет, и месиловка продолжается. Монстр внезапно появляется сзади и прижимает ГГ к стене, забирая амулет. Данте срывается и со всей дури ебет ему по морде, отчего тот прям приуныл. Друзья, а чё ебаники у всех грустные? Белый интересуется, зачем ему амулет. Но тот просто надувается и улетает. Возвращаемся к допросу. Жердяй загоняет про демонов, мол, они научились брать контроль над предметами. Как по мне, белый кролик как раз из таких. Одержимая детская игрушка. Интересно, где найти такую большую игрушку кролика? Дайте артикул. Он добавляет, что не знает, где он находится, но вице-президент заявляет, что они уже знают, где он. Они отправили за ним целую команду, но выжил лишь один. И в этот же момент этот один приходит в себя. Затем они интересуются про меч Спарды. Он был древнейшим демоном, который с людьми объединился, чтобы сражаться с себе подобными. Но вице-президент это и так уже все знает. Тот продолжает рассказ. Демон наложил на меч проклятие, которое и начало войну между мирами, с чем ему помог амулет, который позже был разбит на 2 половины. Ученый сразу же понимает, к чему это. Этот амулет и есть передатчик. Если совместить 2 половинки амулета и вставить его в меч, передача сигнала остановится. Настанет Армагеддон? Миру придет капут. Типа демон сможет вылезти из меча, а потом еще окажется, что их будет великое множество. Вице-президент заявляет, что они этого не допустят. После чего подходит к доске, где на фотке с зайцем замечает, что у него уже есть 1 половина амулета. К ним входит выживший солдат и говорит, что уже скоро он получит и 2-ю часть амулета. У меня есть очень секретная информация по поводу... касательно конца света, сэр. Я должен был изложить ее лично, сэр. Лично вам, сэр. Сэр, да, сэр! Кролик знает, где 2-я половина и уже готовит план, как ее достать. Солдат предполагает, что 2-я половина явно находится у наемника, которого он хотел нанять, а именно у Данте. В это время сам Данте просто дэнсит и, закончив, падает, а нам показывают амулет. 2-я серия. Вашингтон, штаб-квартира Даркком. Они собрали головорезов. Один из них что-то начинает выкобениваться, но его затыкает элитный отряд, прося подождать босса, чтобы узнать цель миссии. Цель? То есть всего одну? Многовато народу на одного парня. Да, с таким перевесом сил можно и победить ненароком. Оранжевый кидает в него бычок, и они начинают драться. В комнату входит вице-президент. Обалдеть. Да это же... Вице, мать его, президент. Я так заметил, что он похож на последнего босса из Metal Gear. Он сразу переходит к делу. Их главная цель — это амулет Данте. Изъять его надо неофициально и показывает местонахождение. Человека, которого правительство считает серьезной угрозой. Вступать с ним в бой можно лишь с полной огневой мощью. Один из дебилов начинает смеяться со всего этого, а затем подключаются и другие. Вдруг один амбал затыкает их, говоря, что этот шкет просто конченый. Я чувствую каждое движение, каждую кнопку. Любое действие моего персонажа. Он шлет их нахрен, но как только слышит о вознаграждении в $500 000, заинтересовывается, как и все остальные. Раз мы всяко делаем всю работу, на кой вам этот отряд бойскаутов?
Что-то на морпехов они не похожи. Дедус заканчивает конференцию, и все начинают расходиться. Но Потлатова типочка стопает деваха из отряда и просит по-человечески поставить лайк под видос. И ты, если еще не поставил, спустись прямо ща и влупи по кнопке. Нам с командой будет приятно, если будет много лайков. В общем, Потлатова типочка стопает деваха из отряда и говорит, что они охотники на демонов. По ее рассказу, этих чертей трудно грохнуть, но у них есть свои пули против демонов. И добавляет, что их обычно выдают пропорции. Бывает, что руки или ноги слишком длинные. Черты лица слишком далеко друг от друга. Ну и, конечно, запах. Слабая смесь серы и коровьего дерьма. Капец анлак, чел. Хотел деньжат подзаработать, а в итоге еще пизды дадут из-за того, что другого вида. Как это называется в 21 веке? Она срывает с него одежду и видит щупальца. Он сразу же превращается в монстрятину и бросается в сторону вице-президента. Но не успевает ничего сделать. Я лишь защищаю мир и весь наш вид. И это главное. Несомненно. И миру достался исключительный солдат. Я сильнее, я умнее, я лучше. Они слышат за стеной голос, и входит Андерс, который выжил после нападения кроликом. Его определили в их команду. Тут же в комнату ввозят Энза, который интересуется, что от него потребуется. Следующим же кадром он входит в квартиру Данте, но не обнаруживает его. Собирается уходить, как тут появляется Белобрысый. Данте? Ха, так ты здесь? Слава богу, а я переживал, соскучился даже. Они приветствуются, и Энза просит убрать пистолет. Красный упоминает дельце, которое тот ему подкинул, а конкретно про амулет. Нас переносят на солдат, которые уже во всеорудии мчатся на точку. Энза начинает оправдываться, когда Данте давит на него, что это кролик заставил дать ему этот заказ. Белобрысый опускает его. Всего-то пришлось с ребенком сразиться. И собственным братом. Потом демон явился в его облике. Естественно, на себя он не был похож, но попытка достойная. Энза вкидывает, что надеется, что обиды нет, ведь он ему как сын. Ну да-да, сын он тебе. На самом деле подобные прикольчики хорошо разряжают обстановку. Каждый раз по сериалу, когда Энза будет выкидывать подобную штучку, улыбка на лице будет появляться. Данте вдруг улавливает толпу наемников, которые их окружают. Признаю, в этот раз я подставил. Но меня заставили. Вот и все отцовское пропало. Данте занимается поисками ствола. Пухляш предлагает ему отдать амулет, чтобы типа никто не пострадал. Но ему на это абсолютно плевать. Он начинает рассказ про амулет. Мать ему передала его по наследству. Через мгновение в хату влетают головорезы, один из которых сразу попадает в ловушку, а другие подходят к креслу, где сидит переодетый жердяй. В этот же момент Данте бьет по шарам для бильярда. Я, блядь, в лунку не могу шар этот закатить зачастую, а он всеми шарами по головам прошелся. Они сразу же открывают огонь, но тот ловко уворачивается от пуль. Чертов Нео из Матрицы. А в кого мы стреляем? Он продолжает скакать по стенам и выстегивать их по одному. И вот, со всеми разобравшись, начинает прикалываться над последним. После чего освобождает Энза с вопросом, какого хуя за амулетом открылась такая охота. Но тот, как обычно, отнекивается, что ничего не знает. Данте врубает музыку. Надо признать, у этого парня есть вкус. А другие наемники в это время пробираются за стену его квартиры и устанавливают там взрывчатку. После чего заходят к нему в хату. Их встречает перекладина прямо в еб... Происходит взрыв. Он опять начинает их разваливать, но уже под музяку. Одному из них удается выстрелить красному прямо в живот, но тот мгновенно регенерирует. Я быстро исцеляюсь. Как супергерой. Но я не зову себя супергероем. А вот твоя мама... Мать, не трогай! Влетают следующие наемники, а нас переносят к отряду, которые просто сидят в машине и между собой трещат. Обсуждают, что у Рачеза есть Бусти, где можно найти записи стримов с просмотром всяких сериков и видосы в раннем доступе. А вот, например, видик по кухне вообще эксклюзив. Ссылка в описании. Один из них по камерам замечает, как Данте исцеляется, и все прибывают в ахуе. Наблюдая за тем, как блондинчик пи***, у Мэри появляется теория, кто он такой, а именно демон. Наемник же предполагает, что он суперсолдат, что носит половину передатчика, что ставит под вопрос весь план Спарды. Я извиняюсь, а при чем тут вообще древнегреческий город-государство? Не Спарта, Спарда. Я что-то не пойму, никто из вас что ли мой брифинг не читал? Архам начинает рассказывать им про демонюгу, который служил правой рукой Мундуса, короля демонов. Он хотел поработить человечество, но Спарда решил с ним сразиться. Он остался на нашей стороне. И если это правда, последнее тысячелетие он отлично скрывался от всяких проблем. Мэри замечает амулет на шее Данте, и нас в очередной раз переносят в квартиру, где он продолжает разваливать солдат. Входит жирный с вопросом: «А ты меня помнишь?» Ответ: помнишь. Он предлагает отдать амулет, а прибыль поделить пополам. Предложение поинтереснее, чем у кое-кого!
Но мой ответ нет. А чё, сделка вполне выигрышная для обеих сторон. Хотя в таком случае Данте проще самому сдать амулет. В это время отряд обсуждают происходящее. Андерс злится, что их не предупредили о демонах, глядя на фотографию своих девочек. Мэри собирается заходить, берет разгон и тупо влетает к нему в хату с двух ног, ловко уворачиваясь от всех ударов. Ей удается снять амулет с Данте при помощи крюка кошки. Он бросается на нее, но она кидает смог и вываливается в окно. Банда головорезов была лишь обманкой. Кто эта цыпочка? Какая женщина? Белый берет пушку и с кислой мины прыгает за ней. Уже на крыше встречает ее с двумя стволами, но та его перепрыгивает, выпуская несколько пуль в ответ, а также демоническую пулю. Она подходит к нему и срывает с него одежду, но ничего не обнаруживает. Ты полукровка. Наполовину человек, наполовину демон. Стой! Думаешь, я наполовину демон? Так и есть. И у меня единственное оружие. А на что она надеялась, подойдя к нему так близко? Они продолжают паркурить, попутно стреляя в друг друга. Мэри вдруг падает вниз, но он ее ловит и уже внизу начинает возмущаться из-за того, что она считает его за тварюку. А как еще объяснить твои силы? Ты даже сражаешься, как они. Данте забирает у нее амулет, но это оказывается граната. А у них технологии. Физики-ядерщики, кажись, знают толк в создании оружия. Деваха дает дёру, а он начинает ее преследовать. Как вдруг слышит какой-то звук. Вырывается в кабину машины, но никого не обнаруживает. Сзади спавнится Мэри и хочет его супер-дупер пушкой, от которой он падает на пол. Она делает ему укольчик с чипом внутри, дабы тот никуда не съебался, и к фургону приходят все бойцы отряда. Третья серия. Нам показывают двух детишек, которые дают клятву, что готовы стать охотниками на демонов. Вдруг они встречают демона, который на деле оказывается вешалкой. Переход в кинотеатр. Мэри, тебе понравился фильм? Ничего такой, но перестрелок мало. Мать начинает мошнить на батю, что он ребенку боевики включает, но тот ловко все парирует. Поскольку она единственная дочка, ей невозможно отказать. Уже в метро они замечают, что за ними следит мужик, который начинает их преследовать и в итоге превращается в монстрятину. Мэри до этого выпила храброй воды и направляет на него игрушечный пистолетик. Мать пытается ее спасти. Батя, видимо, руководствуется правилом «лучше еще одного заделаем». Монстр бросается на девочку, но ее сейвит поезд. Спустя некоторое время семья выходит из полицейского участка, где им, естественно, никто не поверил. Уже много позже дома жена пилит мужа за то, что он в край охуел и перестал работать. Ну тому Вообще, он зациклен только на демонах. в наш мир пробрались монстры. А власти нас защитить не могут. Я должен сам обрести силу. Настоящую мощь. Мать напоминает ему про случай в метро. Тот из-за этого злится, но замечает дочку. Переходим в настоящее. Бронемобили везут амулет. Данте возмущается из-за того, что они нарушают Женевскую конвенцию. Женевская конвенция применима только к людям. Ну, вообще-то вам еще неизвестно, кто он такой. Может быть человек, а может быть и нет. Но, как она сама говорила, он полукровка. Это как минимум значит, что он имеет право на конвенцию. Высирает Сенса, говорит, что он человек, но и его она шлет куда подальше. Это однозначно номер 2 в топе худших твоих заданий. После работы в Ракун-Сити, да? Значит, номер 3. С Архом связывается Патриот и интересуется про новые пушки, которые он ей подогнал. Она отвечает, что волыны что надо, только нужны они были до начала драчки с Данте. Кстати говоря, всегда рад помочь. У него есть еще один прототип, который будет использован далее по сериалу. Это вам так, небольшая затравочка. Док в это время изучает амулет и узнает, что эта приблуда излучает половину луча интерференции. Чего? А вторая часть, соответственно, от второй исходит. Раз эта штука способна сломать стену между нами и миром демонов, может, раздолбаем ее? Нет, ее нельзя раздалбывать. Суть в том, что амулет поддерживает квантовое состояние стены, и если они его расширят, то неизвестно, как это повлияет на стабильность. Пока они его изучают, могут получить ценные сведения. Тем временем Данте пытается выбраться, но у него ничего не получается. Он замечает железяку у себя на ботинке и подползает к Энзо, указывая на нее. Мэри замечает суету в кузове и подрубает приколямбусы. Предупреждать надо, прежде чем огнемет врубать. Я хотел сюда шутку про вставить, но передумал. Поэтому сами в голове себе пошутите и посмейтесь, сами понимаете. Деваха прибивает блондинчика к стене и поясняет своим, что сбежать ему далеко не удастся, поскольку у него в шее установлена нано-взрывчатка, которая сработает, если он отдалится от них на 1,5 километра. Позже с ней связывается вице-президент и просится поболтать с Данте. Его выводят на экранчик. Знал, что зря голосовал за этого мужика. Он называет его реально крутым перцем. Данте посылает его и отрицает свою демонскую сущность, утверждая, что это всего лишь супергеройские мутации. Вице-президент, в свою очередь, напоминает ему о том, что демоны убили его мать и брата, после чего интересуется насчет его отца. Но тот даже малейшего понятия не имеет про него. Тогда старина намекает присоединиться к ним. Типа им нужен такой воин, как он. Но только проблема в том, как правильно направлять его силу. Арkham этому возмущается, но очкарик ее затыкает, говоря, что это повлияет на его репутацию.
Господь не послал бы нам столь мощный инструмент для исполнения Его воли, если бы Он не желал, чтобы мы им воспользовались. Вдруг машины останавливаются, дорогу перегородили. Андрес вызывается сходить глянуть, что у вас здесь происходит. Тем временем ученый все еще тыкается-мыкается с амулетом и вдруг понимает, что вторая часть приближается к ним. Данте почти удается вырваться, но Мэри его тушит. В этот момент камера переключается и происходит взрыв, после чего появляется кролик. Дед командует защищать амулет ценой жизни. Отряд вываливается из машин, а Мэри, оклемавшись, помогает патриоту выбраться ровно за секунду до взрыва. Что это? Нас что, спасают? Думаешь, кому-то захочется спасать хоть кого-нибудь из нас? Нас не спасут. Андрес входит к ученому и требует отдать кулон, так как думает, что сможет его защитить. Как-то это все подозрительно, вам не кажется? Первый из машины выбежал, теперь кулон требует. Что-то мне подсказывает, что он та синяя тварюка из первой серии. Мэри пытается найти кролика, как тут спавнится какая-то фигня, и из нее вылезает женщина-монстр ехидно. А за ней и все остальные демоны, в том числе синий. Эй, демоны! Зря надрываетесь! Мой Данте сейчас вам быстро по заднице надает! Ты что делаешь? Ты ебака, ты че сделал? Ну ошибся чутка, с кем не бывает. Я реально подумал, что Андрес это монстрятина. По одному сдаваться будете? Или все разом? Кролик тем временем благодарит всех за то, что они изъяли для него вторую половину амулета. По нему открывают огонь, но он отражает все выстрелы своим мечом. Одну из пуль, которая оказывается против демонов, ему отразить не удается, и она попадает ему прямо в плечо, но ничего не происходит. Это наводит на мысль, что он не демон, а что-то другое. Кролик входит к Андресу и ученому, разрезая все провода, что транслировали запись вице-президенту. Того сейчас собираются перевозить, но это ловушка. Мэри тем временем вовсю с демонюгами, разрывает бошку синему. Следующие на очереди два брата. Случается так, что один отражает пулю в другого. Подставил собственного брата. Что? Я не виноват, что ты там стоял. За синего можете не переживать, он как-то восстановился. И вот все гадины окружают деваху. Переключаемся на кролика, которому Андрес отдает амулет. Демонюга забрал его детей, поэтому так. Он соединяет амулет воедино, но портал не открывается, потому как для этого нужно кое-что еще, и док сразу все выкупает. Ключ расшифровки. Другое дело. Острый ум, о котором я наслышан. Как жаль, что он ограничен твоим начальством. Кролл убивает ученого, а Андрес ранит в плечо для вида. Да выбрасывает из машины. Ученый кидает в него гранату, но тот отражает ее прямо в него и закрывает дверь. Данте все еще пытается выбраться, и его освобождает Андрес. Я сильнее, чем думал. Он тут же прыгает на кролика, но тот стреляет из РПГ в автобус. Приходится всех спасать. Нас переносят к Мэри, которая все еще месяца с монстрами. Вдруг летучий командует им уходить. Твою ж мать, как раз собирался ее убить. Значит, ты собирался ее убить? Это я собирался убить. Они прыгают в грузовик и давят тупо, сука, тапок в пол, а Данте прыгает на мотик. По пути монстры по одному выпрыгивают на него и пытаются грохнуть, но он легко с ними разбирается. Чё, закибербулили тебя, да? Ну я не знаю, выключи компьютер, хз. И во время этого его глаза начинают краснеть. Мэри замечает, что они отъехали почти на 1,5 километра. Сейчас будет бум, готовьтесь. Данте прыгает в сторону машины и пересекает границу в 1,5 километра, наводя пушку на кролика, но в этот же момент происходит взрыв. Кажется, нам придется еще сильнее тебе подстегнуть. Сын Спарды. Синий тем временем убивает одного из солдат и превращается в него. 4-я серия. Отряд приходит в себя после взрыва. Рыжуха пребывает в шоке, так как они никогда не встречали демонов такого высокого уровня. Судя по всему, это как минимум 4-й. Вопрос в другом. А где апокалипсис-то? Столько шума было, а на деле пшик. В каком смысле? У кролика меч Спарды и обе половинки амулета. Архем сообщает, что знает, где амулет, так как датчик отслеживания все еще работает. Удивительные технологии, там Данте пол разорвало, а GPS-локатор все еще работает. Халтурят, лень рисовать, как они его по всему Нью-Йорку ищут. Мэри подходит к Андресу и хвалит его за стойкость, ведь не каждый выстоит против кролика. Но то, как ты в одиночку совладал с кроликом, говорит о том, что яйца у тебя стальные. А яйца у тебя нифиговые, брат. Ему малость хреново, поэтому она оставляет его ждать помощи. Тут же к ним подходит Синий, но в облике человека, и вызывается идти вместо Андреса. Она сует ему пушку и уходит, а демон пугает солдата. Бу! Испугался? Не бойся, я друг, я твою маму еб...
Отряд экипируется и выдвигаются на поиски кролика. Пошли достанем этого шерстожопого любителя морковок. Демоны в это время заходят в самолет с заложниками. Данте ловит флешбэк с матерью и братаном. Она на них амулеты надевает. Как раз синий и красный. Между братьями завязывается драка, так как один кулон больше другого, но мать их тушит. Позже перед сном Данте просит рассказать мать про папку. Что тут рассказывать? Космонавт он, за хлебом улетел. На Марс дешевле просто. В настоящем он приходит в себя. Энзо его поздравляет, что он жив, но плохая новость, они в плену. Вице-президент опять ему заливает, что это все из-за Божьей воли. Мне знаком ваш голос и ваше лицо. Вы тот мужик из рекламы матрасов? Почти угадал. Это вице-президент. Тут к ним в кабину заходят два брата с посланием от кролика. Сперва диск вытащи. Да знаю я! Витек снова начинает заливать Данте про Божью волю и говорит, что он простит его. Демоны включают видео, на котором кролик заявляет, что сегодня они все умрут, но есть один шанс на спасение – сын Спарды. Чей сын? Сын проститутки, просто конченый. Отряд штурмует здание, в котором по GPS-трекеру находится амулет. Странное какое-то убежище для кролика-демона. А чего ты ожидал увидеть? Огромную подземную нору? Но, не знаю. Типа того. Мэри командует начинать и распределяет позиции. Не успевают они сделать и пары шагов, как закрываются двери и связь пропадает. Кролик по громкоговорителю делает объявление, что в здании находится террористическая группировка Dark.com, и пришли они сюда явно не с добрыми намерениями, и велит своим приспешникам их бить, если увидят. Отряд после услышанного сразу начинают двигаться в сторону лестницы, и на них нападают. Открывается огонь, но монстрятина закрывается крыльями и разваливает часть отряда. К битве присоединяется еще и Ехидна, но и весь отряд отправляется на тот свет, за исключением Мэри. Ей удается сбежать на лифте. «Слышь, Летучка, ты чё слабый такой, что не смог открыть двери лифта? Ты демон или грязь из-под ногтя, в конце концов». Она выходит из лифта и бежит, не замечает датчик на полу, который активирует газовую завесу. В самолете кролик все еще пи***т о том, что он сын Спарды. Как половинка амулета, которым Спарда запечатал раскол между мирами, оказалась у тебя на шее? Твой пропащий папаша-недотепа. Никто иной, как благородный рыцарь-демон Спарда. Он заявляет, что достаточно лишь взглянуть на него, чтобы все стало понятно, и добавляет, что его батька обрек их на страдания, возведя барьер, после чего встал перед людьми как настоящий герой, но на деле он лишь самовлюбленный трус. Охренеть! И ты позволишь ему так говорить про отца? Извините, малость вышел из себя. Кроль заминировал самолет, и скоро будет бабах. Спасти их сможет только Данте, обретя демонский лик. Энзо начинает паниковать, но Белый его затыкает, говоря, что Спарда всего лишь пугалка для детей, и ее не существует. Нет, он существует. Еще как. Уж мы это знаем. Уже 2 тысячелетия страдаем от последствий его предательства. Видишь, 2 тысячелетия. Думаешь, мой отец жил 200 тысяч лет тому назад? Я что, настолько старый? Учи уроки, дебил! Вице-президент ему поясняет, что демоны стареют куда медленнее, чем люди, и спокойно могут дожить до наших времен. Демонов их разговоры заебывают, и они заявляют, что либо Данте высвободит свой адский лик, либо им капут. Энзо задается вопросом, что за адский лик, но тот в душе не чает, что это, и заявляет, что без него справится. Демоны с этого ловят ха-ха и напоминают, что он не смог спасти мать и брата, и его флешбэкает на момент их смерти. Когда напали демоны, я был беспомощным пацаном, но теперь я не такой. Возвращаемся к Мэри, которую колбасит из-за дыма. Она видит демона прямо перед собой, да давит тапок в пол. Уже на другом этаже ей виднеются ее друзья, которые винят ее во всех грехах, что пиво только до 9 продают. Она пробегает через дверь, затем еще через одну и оказывается в комнате своего бати. Как вы уже поняли, газ, которым она надышалась, вызывает галлюцинации. Где такой взять можно? Придя в себя, она видит Летучего и думает, что это опять видение, но тот замахивается на нее, видимо, не видением. Убегая от монстра, она натыкается на дверь, и ей открывает какой-то незнакомец, который требует, чтобы она нахуй съебала отсюда. Мэри просит ее впустить, объясняя, что демоны пришли за всеми. Неизвестный меняет мнение и впускает ее. Чуть позже демон вламывается в эту хату и разъебывает стол, чтобы не выпендривались, а Мэри за всем наблюдает из шкафчика. В итоге монстрятина уходит. А теперь прошу, уйди и оставь нас. Дан тоже вовсю махается с братами-ебатами. Они его кидают как хотят, прикалываются, что его силы дерьмо полное, поскольку он даже с ними не может разобраться. В общем, демоны все никак не могут выбить его лик. Кролик был прав насчет тебя. Ты такой же, как твой папаша. Смотря на одну из заложниц, он вспоминает свою маму, которая рассказывала про отца. Из-за этого злится, что капец, и наконец-то обретает свой адский лик. Но правда пока что только одна рука до части лица. Ладно, и так сойдет. Данте одним ударом укладывает двоих спать, а дед вместе с Энзо пребывают в шоке. Кажется, я и впрямь сын Спарды.
Ну вот, о чем и речь. Братья приходят в себя, и драка продолжается. Случается так, что белый убивает красного, из-за чего синий злится. Тем временем Мэри берет на прицел всю семейку. Мужичок умоляет ее просто уйти и не вредить им, ведь у них и так хватает проблем. Женщина, в свою очередь, рассказывает о месте Маккай, которое людишки считают адом, но там куда хуже, чем они могут себе представить. Ведь там высшие демоны отравили воздух, из-за чего дышать стало невозможно. Деваха спрашивает, как демоны попали сюда. Мужичок рассказывает, что кролик создал устройство для перемещения и помог десяткам семей сбежать из ада. Мы сделали это, чтобы наши дети могли жить в лучшем мире. Но потом мы поняли, лучшего мира для нас попросту нет. Люди боятся и ненавидят нас. В итоге оказалось, что кролик забрал их сюда, дабы ставить опыты. Мэри перестает видеть их дьявольский лик и просто уходит, говоря, что постарается их защитить. В это время в самолете Синий собирается нажать на кнопку, чтобы разнести все к чертям. Данте пытается его стопнуть, но не успевает, и происходит бум. 5-я серия. Людишки падают из самолета. Думаешь, самолет подорвал делу конец? Хрен там! Делу придет конец, когда ты к моему брату присоединишься. Сделай одолжение. Постарайся не подохнуть при падении. Переход в здание. Летучий до сих пор ищет Мэри. Та на крысичах пробирается к лифту, но вдруг оттуда начинают ползти щупальцы тварины. Аркхэм приходится бежать со всех ног. В этот момент монстрятина открывает лифт, а там стоит летучий голландец. Она отправляет его заняться другим делом, потому как деваху хочет отыскать сама. Замокай. Люди Дарккома прибывают на точку, но войти внутрь никак не могут, потому что стены под напряжением. Вы возьмите Тэтчера, он гранатку закинет и обесточит стенку, а потом варите как угодно. Вот вроде такие технологии есть, а ума нуль. Хрыщ тем временем прогуливается по тюрьме под землей, входит в комнату к другим демонам и заявляет, что они идут в бой. Мэри выбирается из мусоропровода и подходит к двери с паролем. Ну и чтобы долго не танцевать с бубном, просто решает ее выломать. В комнате она замечает монстров, над которыми ставили опыты. Дурь какая-то. У меня галлюцинация. Вдруг ее хватает один из монстров, но на самом деле это оказывается очередная галлюцинация. Он просит ее добить его, и та это делает. Тут вдруг в комнату входит тот синий хуй в облике человека, пугая ее. Тем временем в воздухе посредник просит их спасти любым способом. Данте замечает парашюты в кабине самолета и, взяв их, начинает по одному спасать людей. Впервые пользуюсь парашютом! Вообще я и в самолете впервые летал! Но не переживайте, полет будет поприятнее предыдущего! Парашютов хватает не на всех, да и его еще и подрывают, из-за чего он ловит приход. Мэри требует подчиненного отдать оружие, после чего, отойдя на пару шагов, ловит флешбэк с отцом и матерью и просто расстреливает всех оставшихся тварин. А, понятно. Они же и так были мертвы. Да. Но так их останки будет труднее изучать. По локатору Мэри видит, что остался лишь один этаж до амулета, и надо двигать. Монстр, в свою очередь, подсказывает ей маршрут. Но он-то тут уже бывал, знает, что и где. В коридоре Аркхэм размышляет о семьях демонюк, которые слабые, и типок пробалтывается про Маккай. Все становится понятно. Завязывается драка. Он проходит ей плечо, из-за чего она падает на лестничную площадку, где ее замечает змеюка. Синий откидывает ее в стену и собирается добить. Мэри предлагает договориться, предполагая, что его задача явно не грохнуть ее, а просочиться в Даркком. К чему ты клонишь? Ты залез в тело самого обычного рядового новобранца. А я офицер. Я могу дать тебе информацию, пароли. Но надо сохранить мне жизнь. Он убирает клинок. В это время Ехидна уже поднимается к ним по лестнице. Мэри подбирает пушки, и на нее вылетает эта гадюка, да выпускает свои хуйни. Но Мэри это не Мэри, а Синий. Тот Стэн, которого мы знали, на самом деле был Стэнли, а первый Стэн был Стэнфордом. Не ту сучку ты грохнула. Аркхэм просто нашпиговывает ее пулями против твари, и она разлетается на части. Данте тем временем ловит флешбэк со смертью мамы и наконец-то полностью обретает свой адский лик. Ну наконец-то дождались. Чисто полсезона выделили на одну развязку. Ура, победа! Данте себя осматривает и в шоке пребывает, но Энзо его приводит в себя. Нет, нет, прочь от меня! Ты один из них! Прочь! Тогда падай! Видишь, солдат? Даже дьявол может делать божью работу. Он собирает всех людей, и они приземляются на крышу дома. Не успевает он и минуту отдохнуть, как тут в него влетает демон. Мэри ставит укол адреналайна себе. Опа, адреналайн. И идет дальше. Она замечает комнату с подсветкой и влетает туда. Там видит камеры со всего дома. Агенты все еще стоят на улице. Мэри уже наводится на кнопку открытия, но вдруг замирает, потому как активируется скан. Вход открывается, и команда начинает штурмовать здание. По камерам она видит взрывчатку и командует не входить. Повторяю! Это ловушка!
Назад! Все назад! Повторяю! Какие же они все-таки дебилы. Ни одни агенты не будут вот так влетать в здание при открытии дверей, потому как неизвестно, что там, даже несмотря на то, что там их люди. Данте месяца с демоном, они обмениваются парой ударов, и сын Спарды захуевает его настройку. Ты кое-что у меня отнял, и я буду убивать вас, пока не верну свое. Потом убью остальных. Он его обрабатывает и требует сказать, где амулет. Синий раскалывается, да говорит, что амулет у кролика. Данте собирается его убить, но его отвлекает взрыв. Аркхэм связывается со своими солдатами и узнает, что погибло двое из отряда. Она требует собрать всех и переключается на громкоговорители. И обращается к макайцам. Говорит, что понимает, что они пришли сюда за лучшей жизнью, а в итоге попали в заключение к кролику, поэтому намеревается помочь. Вам все ясно? Слова-то понятны. А вот причина... Причина в том, что здешние демоны никакие не воины. Аркхэм отдает своим команду собрать демонов и отвезти их в штаб-квартиру, а сама собирается драться с кроликом. А вы что задумали? Сделаю так, чтобы фокусник смог достать кролика только из его же жопы. Как же мне все-таки нравится озвучка от Flarrow Films. Ставлю класс. Если что, ссылку в описании оставлю. Данте летит в сторону взрыва, но его перехватывает демон. В этот момент он возвращает свое обычное обличие, и Синий начинает лететь на землю. Однако ему удается перехватить контроль, и влетают они в здание. Мэри, двигаясь по локатору, приходит прямо к ним и убивает демонюгу, после чего подходит ГГ. Ты была права. Я наполовину демон. Да неужели? Неужто мозги наконец заработали? Больше превращаться не будешь? Нет, пока не ощущаю ничего такого. Данте спрашивает, что она собирается делать, убьет его или нет. У нее другая цель. Для начала нужно найти амулет. Она подходит к трекеру и видит лишь 4 кроликов, убитых так же, как и ее друзья из отряда, из-за чего ловит паничку и расстреливает их. Ну бывает такое, психанул. Поделаешь. Тут же блондинчик замечает аппарат Рудра, через который с ними связывается кролик. Дарккомовцы тем временем эвакуируют здание демонов. С ними связывается вице-президент и интересуется, как у них дела. Офицер ему рассказывает о беженцах и о том, что они везут их в Даркком. Дед очень злится из-за этого. Лейтенант сообщает кролику, что разрушила его лабораторию и эвакуирует всех демонов, но для него это не имеет значения. Моя армия вот-вот нападет на город, сея всюду смерть, если только Данте не явится к нам первым. Мэри не понимает, почему он все еще не открыл портал между мирами и не убил Данте, ведь у него есть все для этого. Полукровка вскрывается, что он сын Спарды, и тогда Аркхэм все понимает. Стена между мирами наверняка держится на крови Спарды. А как иначе-то, блин? Так вот, что тебе нужно. Лейтенант понимает, что кролику нужна кровь Данте, но пока тот не превратился в демона, часть ДНК просто дремала и не давала о себе знать. Какая-то странная фигня, он же наполовину демон, а значит, изменения в ДНК должны быть по дефолту. Отсоси, ушастый, я тебя раскусила. Кроль говорит, что Данте к нему один припрется, потому как он самонадеянный. Отряд входит в лабу, где обнаруживают зеленую мертвую тварь и синего в облике солдата. Выжил, оказывается. А еще стебется с ехидной, что и яд сильный, но пули будут посильнее. Кролик дает Данте 30 минут, дабы он прибыл, причем важно, что один, а иначе откроется огонь на поражение. Вице-президент отдает команду ликвидировать демонов-захватчиков, и подчиненные немедленно исполняют приказ. Кролик отключается. Тут же Мэри замечает на стене вырезки и понимает, что тварь хочет убить весь Даркком. Солдат-монстр, наблюдая за происходящим по камерам, со злостью жмет на красную кнопку с криками «Замокай!» и здание взрывается. Данте хватает лейтенанта и прыгает вниз, а вице-президент смотрит на это все с вертолета и улыбится. Что-то мне подсказывает, что он не тот, за кого себя выдает. 6-я серия. Нам показывают отца Мэри, который вовсю работает над изучением демонов и варит какое-то зелье. Вскоре дом наполняется книгами о демонах и не только. Через время маленькая Мэри подглядывает за отцом, но тот закрывает щель в дверном отверстии. Вот жук он, а? Явно что-то нехорошее задумал. Чует моя жопа. Нам пизда! Девочка видит маму и тоже начинает плакать. Какого-то парнишку с книгой в руках отдают приемной семье. Обращаются тут с ним не очень хорошо. Прикалываются, бьют, ломают игрушки, и даже мать над ним издевается. Лупасит за то, что стакан обронил. Во время проверки мужик закрывает глаза на это все и просто уходит. Уже тут можно примерно понять, кто это. Одной ночью пацан сидит на лестнице и читает свою книжку, как вдруг замечает искру на улице и решает проверить, что это такое. Что здесь происходит?
Портал открывается, и парнишка, смотря в книгу «Алиса в стране чудес», думает, что это портал в страну чудес. Мэри, стоя у двери в комнату отца, так и не решается открыть ее и попросту уходит. Парнишка входит в портал и сразу начинает закашливаться. Тут-то мы понимаем, что попал он не в страну чудес, а прямиком в ад, судя по рассказу из прошлой серии. На него направляется огромный монстр, от которого он убегает. В итоге падает возле пещеры и уже думает, что умер, но его сейвит неизвестный чел, затаскивая в пещеру, и монстрятине не удается их достать. Приходит в себя он в палатке и видит перед собой монстра, который протягивает ему руку, и они выходят на улицу. Снаружи дети замечают его и бросаются к нему. Я бы тоже знатно охуел, если бы увидел другую расу в нашем мире. И даже не знаю от чего именно, от любопытства или от страха. Мать семейства его разглядывает и принимает в свою семью. Тем временем Мэри качается на качелях во дворе. К ней подходит друг и протягивает меч. Вместе они направляются в дом, где устраивают игры. Малой в аду тем временем флаг устанавливает. Во время игры в догонялке он замечает такую же искру от портала, как в тот самый день, и обнаруживает камень, от которого и происходит искра. Ночью он устраивает эксперименты с найденным камнем. Мэри все так же продолжает играть с другом, а демоны в аду вместе с пацаном. Я уже устал называть его пацан или мальчишка, поэтому он будет Степан. Степан помогает забраться другу на возвышенность, и они продолжают идти. Доходят до нужной точки и видят адский дворец, в котором творится хаос. Ворота дворца открываются, и монстры входят туда вместе с заложниками. Мэри все так же играет с тем типом. В аду ребенок закашливается до крови и падает без сознания. Уже в пещере они все плачут от осознания, что ничего не могут сделать, а малыш просто в шоке смотрит на них. Я не понимаю, что происходит. Мэри прикатывает домой и в своей комнате берет игрушечный пестик, слышит в комнате отца какие-то звуки и видит, что мать пытается отобрать шприц с неизвестным наполнением у батька, но не удается. Он вкалывает шприц себе в шею и превращается в демона, хватает мать и убивает, а девочку чисто в шкаф бросает. Теперь нам становится понятно, почему лейтенант так ненавидит демонов и все, что с ними связано. Даже представить трудно, что она испытывала, когда ее отец сам стал одной из тварей и убил мать. Она берет скальпель в руки и бежит на него, но тот опять ее откидывает и начинается пожар, в котором он сгорает. А вот Мэри удается выбраться наружу. В аду хоронит ребенка, а Мэри наблюдает за тем, как горит ее дом. Троллейбус горит, да и хуй с ним. Демоны кладут по одной вещи в костер, а пацан, смотря на книгу, задумывается, стоит ли оно того, и все же решается, кладет книгу в костер. Через время уже взрослая Мэри приходит в Даркком, а парнишка изобретает устройство с тем самым камнем, который показывает местонахождение разломов. Демоны вместе с ним выдвигаются туда, проходя через кучу испытаний и монстров. Спустя какое-то время они наконец-то добираются до разлома. Степка его активирует с помощью устройства и заходит в портал, после чего зовет друзей с собой. Тут их хотя бы сожрать заживо не смогут, уже что-то. А Аркхэм уже в элитном отряде Дарккома ловит всяких монстров. Демоны через портал заходят в магазин вместе со Степкой. Тем временем Мэри и отряд штурмуют сделку по продаже демонов и обнаруживают фотку здания, в котором как раз таки прячутся демоны. На месте они готовятся к штурму, а пацан переправляет людей через портал. Но тут спавнится монстр и приходится давать по газам. Отряд замечают монстров, которых сразу же убивают. Спускаются на первый этаж и видят открытие нового портала. В аду тем временем все бегут до портала. Пару-тройку демонов все-таки съели. Они проходят через него и оказываются прямиком в засаде. Не стрелять! Ты! Почему выглядишь как человек? Я и есть человек. Мы лишь пытаемся укрыться. Укрыться? Ты тащишь демонов в наш мир! Чтобы вы понимали, это первые слова, которые были сказаны в этой серии. До этого 16 минут была просто фоновая музыка и различные звуки. Он просит опустить оружие, дабы объясниться, как тут из портала спавнится монстр и хавает часть демонов. Все начинают разбегаться, отряд открывают огонь, убивая всех, кого только видят, а также ранит и Степку в плечо. Дарком! Эвакуируйтесь! Мэри кидает пояс из гранат в монстрятину и давит тапок в пол. Происходит взрыв, который сносит все здание. Оклемавшись после взрыва, Степан видит перед собой лишь трупы своих друзей-демонов. Через какое-то время нам показывают его штаб-квартиру, где висит расследование о Дарккоме. У него на сердце виднеется тот самый генератор кролика. Сейчас он что-то вроде искусственного демона. Он надевает на себя маску кролика и на живую пришивает к лицу. Что ж, теперь мы отправимся в кроличью нору. Все вместе. Чтобы вы понимали, эта серия длится всего 19 минут, и за всю серию они сказали лишь пару предложений, и то в конце. Но зато теперь нам становится понятно, почему кролик так злобно нацелен на Даркком, и остается открытым вопрос, нахуя он решил собрать амулет Спарды и открыть портал, ведь просто мог переярить весь Даркком.
7-я серия. Кролик открывает портал и перемещается в ад. Приходит он к челу, который уж больно похож на копию адского облика Данте. Вначале нам говорили, что его брат Вергилий мертв, но вероятно это был фейк. И вот он сейчас стоит прямо перед нами. Он сообщает ему, что свою часть сделки выполнил. Монстр капает кровь на амулет. Кровь еще одного сына Спарды. Чего только не бывает в этом царстве. Чтобы разрушить барьер, нужны оба брата. О, как здорово-то получилось. Кролл убеждает его, что скоро фулл-комплект будет на месте. В этот момент демон цапает меч Спарды и, видно, хочет оставить его себе. Я знаю, кто ты такой. И знаю, как ты раздобыл половину амулета и кровь. Он возвращается в мир и велит готовиться своим демонам. Мэри с Данте приходит в себя после взрыва. Она сразу оформляет ему тычку в бубен и видит разрушенное здание и кучу трупов. И цапает тот самый ящик на гневичах. Данте спрашивает, куда она собралась, и получает ответ уделать кролика так, чтобы у него дерьмо поляшком стекало. После чего начинает прогонять шарманку про свой демонский облик и отца, что должен явиться к Кроллу в соло и остановить его. Выслушав его, Аркхэм оформляет ему пулю в ногу. Ай, больно в ноге! Ты мне ногу прострелила! С какой стати вообще? Из вежливости. Могла и промеж глаз засадить. Она закидывает его в бронемобиль, говоря, что его кровь как раз то, что нужно, чтобы дать старт апокалипсису, поэтому закрывает его. Следующим кадром она угоняет машину у богатенького чела. Эй, крошка, тебя прокатить? Могу прямо на этом члене, например. Вали нахер из машины! Живо! Мне показалось смешным то, как он сначала предлагает ее прокатить, а потом буквально сам член в рот получает. Андрес в больнице поднимает трубку от кролика и сходу говорит, что выполнил свою часть сделки. Однако тот это просто так отпускать не собирается. Кладет трубку и объявляет своим, что Данте вот-вот появится. Буквально через пару секунд они слышат рев мотора, и он командует выпускать Кракена. В это время лейтенант подстреливает трак, тем самым сделав себе трамплин, и залетает прямиком на крышу, где ее уже ждет тот самый Кракен, и легко с ним расправляется. А вы кого ожидали? Какого-то кретина в затхлом кожаном плаще? Кролик ей угрожает, что машины-то кончились, но Мэри заявляет, что пришла на переговоры. Я сюда приперся, чтобы нормально пострелять. Ждал нормальной перестрелки с нормальными мужиками. Она предлагает ему жизнь Данте в обмен на амулет. Если на кнопочку нажать, тому придет капут. И тогда будет проблематично взять с него образец ДНК. Ну и вдобавок он должен отменить нападение. И как у тебя в такую обтягивающую форму только яйца влезают? Можешь ржать до упаду, пуховик сраный. Кролл соглашается и кидает ей амулет. Она его поднимает и собирается уходить. Тот ее стопает, так как понимает, что это блеф. Потому как если бы у нее действительно была бы такая возможность, Данте моментально бы превратился в пепел. Она нажимает на кнопочку и взрывается машина позади. Завязывается драка. Мэри достает волыну. Это в буквальном смысле гранатомет перебафанный. Первый отлетает летучий голландец. Она начинает их разваливать направо и налево. Но у нее заканчиваются патроны и ее ранят в плечо. Кролик объясняет, что разработал формулу на основе яда ехидны. Это ее не убьет, только лишь парализует на время. И этим покрыты все клинки его приспешников. Ее собираются убить. Но тут спавнится Данте и разрезает части его воинов. У меня плохие новости. Аниматором тебя точно работать не возьмут. Данте, выбрался-таки. Прежде чем начать пи***вку, кролик предлагает ему посмотреть, за что он борется, на родину его отца, где правит Мундус, которому стена Спарды принесла больше всего профита. С ее помощью он превратил это место в то, чем оно сейчас является, в то время как Даркком уничтожали этот мир. Таким образом, он сравнивает Мундуса с Даркком, что один тот мир уничтожал, а они этот, чтобы рай достался только лишь им подобным. Они и Мундус — это две стороны одной окровавленной монеты. Извини, ты сказал рай? Ты этот мир раем называешь? По сравнению с моим миром, да. Как по мне, максимально глупое сравнение. Даркком вырезают демонов здесь, чтобы остальное население жило спокойно, даже не подозревая о чем-то подобном. А этот Мундус, судя по его рассказу, буквально отравляет жизни тех демонов, хоть и не всех. В итоге блондинчик соглашается пройти туда, но при условии, что если к Мэри кто-то прикоснется, ему пи***. Данте входит в портал и оказывается в аду, где сразу начинает закашливаться, потому как воздух тут уже давно превратился в яд. Он пытается выйти, но тот не позволяет ему это сделать, пытаясь объяснить, что это из-за его отца вся хуйня творится. Данте пытается ему противостоять, но тот отражает его удар и пинком выпинывает в портал. Уже на земле Кролл объясняет, что изобрел это устройство, чтобы обнаруживать бреши, что позволило ему спасти горстку беженцев. Но ощутив на себе воздух Макая, ты сможешь понять, что моих усилий недостаточно. Единственный выход — это позволить всем макайцам перейти границу. А это значит, стена должна быть уничтожена. Ты что, дурак, блядь? Еще одна тупая хуйня
от кролика. Просто одержимый местью дурачок. Если макайцы придут в этот мир, будет сразу 2 мирам, потому как сюда, очевидно, переползут не всем. Он говорит, придется пожертвовать парочка поколений для достижения баланса. Ты в силах исправить несправедливость своего отца, Данте. Нужна всего лишь капля твоей крови. Мой отец был героем. И откуда же тебе знать? Неужто у вас было столь много значимых совместных моментов? Мэри включается в диалог и говорит, что это все хуйня. Давай по новой, Миша, все Данте окончательно принимает сторону людей и завязывается драка. Он начинает скакать и всех рубать, как вдруг возвращается Летун. Сын Спарты. Сын какого-то уродца, у которого кинг на летучих мышей. Сын собаки! Он выбивает у него клинок. В моменте тот разрубает демона. Ну и Данте решает воспользоваться возможностью. Делает из него 2 булавы на руки. Да морду бьет ему. В итоге блондинчику удается взять меч. Всего капля крови! Мне нужна хоть капля! Летун запускает его в ад, и уже там они продолжают драчку. Ну а потом возвращаются. А чего вы не разоделись в персонажей из Алисы в стране чудес? В это время леди доползает до пистолета, и это замечает кролик. Поэтому в нее луч энергии из меча и направляет все силы на Данте, которого снова забросили в ад, а сам решает заняться человеком. Мэри начинает ему затирать, что в курсе, что он ненавидит Дарком, потому как если бы он боролся за угнетенных, не стал бы держать их в плену. В ответ тот начинает заливать, что Дарком мрази, которые нанимают на работу людей, которые потеряли все в этом мире, и типа только поэтому они способны бороться с другим миром. И нет никакого совпадения в том, что у нашей проклятой троицы безбожно отняли семьи. Данте, ты и я. Я ваше творение, лейтенант Аркхэм. Данте месяца с демонами, обрушает на них скалу и уже хочет вернуться. Но опять летучий голландец, сука, мешает. Уже не кролик объясняет Мэри, что из-за того случая ему приходится постоянно вливать в себя кучу демонской крови с целительными свойствами. Вот именно поэтому он считается типа искусственным демоном. Если не прав, поправьте в комментах. Данте вылетает из портала вместе с летуном и обретает красные глаза, после чего заталкивает его в портал, выключает и тем самым убивает этого демона. Степан из-за этого злится и бросается на него, но Данте ему тычку в бубен, из-за чего он улетает прямиком в край. Полукровка успевает схватить его за амулет. Тот говорит, что все равно это случится и падает в воду, после чего подлетает Вертик. Эй, Данте! Твой дружище Энцо привел к тебе подкрепление! Ха-ха! Вообще-то это они привели меня в качестве узника, но это и не важно. Пилот Вертика пребывает в ужасе, и вице-президент объясняет, что это первый удар в священной войне. 8-я серия. Власти окружают место стычки. Кролик оказывается жив, как и Бладстрайк. Он на него натыкается и буквально сжирает. Чутка перебрал, бедолага. Надо было закусывать. Солдаты подчищают место драки. Вот чем вы после миссии занимаетесь? Когда я демонов валю, я их просто бросаю там, где упали. Леди интересуется у Данте, что он собирается делать с амулетом. Не успевает тот нормально ответить, как она ему заявляет, что он сам его ей отдаст. Блондинчик из-за этого начинает злиться, потому как они уже практически лучшие друзья. Этот твой амулет приглянется не только кролику. Сможешь его защитить? Да только я и смогу. Мэри же считает, что вице-президент с этой задачей справится лучше. А чё тогда этот твой вице-президент сам не побежал драться с демонами за этот амулет? Только лишь солдат зря переводил. Без Данте они бы огромную хуйку демонскую заглотнули. Данте считает также, что он вообще ничего не сделал для спасения человечества. Кто ты по жизни? Ты лох. Офицер интересуется у Бэйнса, что случилось с этими тварями. Он объясняет, что случилось с ними Мэри, и называет ее цепным псом. Да уже подумывает посадить ее на короткий поводок. Тут же оказывается Андрес, который глазами находит приблуду, открывающую порталы, и бросается за ней. В прошлой серии кролик сказал, что его миссия еще не окончена. Вот похоже после этого его наконец-то и отпустит. Мэри заявляет, что если он не отдаст амулет без боя, придется драться. Чувствую любовное напряжение. Неужто между тюремщицей и ее бывшим узником проскочила некая искра? Почему из 2 узников ты выбрала именно его? Шучу, шучу. А я вам говорил, что Энцо завозит, дай боже. Он интересуется у Данте насчет заказов. Тот соглашается продолжать с ним работать. Условия ясны чуть что, и ты сдашь меня ради личной выгоды.
надежный человек. Каждую реплику из их диалога можно во вставку выводить, но я постараюсь сделать этого поменьше. Лейтенанта окликивает старина и спрашивает про меч Спарды. Получив ответ «улетел вместе с кроликом в воду», он начинает на нее мошнить и заявляет, что усомнился в ее преданности, а после спрашивает за амулет. За нее отвечает Данте, что тоже вместе с кроликом улетел. Вице-президент это хавает и говорит, что Господь дарует им все, что необходимо, и что война началась. Полукровка его перебивает, говоря, что война началась не тут, а давным-давно. Я уже говорил, что у тебя есть шанс заслужить искупление. Это и твоя война по праву крови. Надо лишь выбрать сторону. Да я не фанат этих войнушек. Как же бесит меня этот очкарик старый. Он только лишь прикрывается верой. Мол, это Господь хочет, чтобы я убивал демонов. Его в дурку надо сдать. Данте собирается уходить, но вице-президент командует упаковать его. Мэри видно, что не хочет этого делать. Но тут происходит взрыв. На другой крыше спавнится кролик-демон с мечом Спарды и начинает разваливать всех солдат. Из укрытия Данте с Мэри замечают трубки на груди и понимают, что это кролик. Андреса забирает самолет со стариком, а демон продолжает разбираться с солдатами. Слушай, Энцо, этот парень явно опасен. Тебе лучше где-нибудь спрятаться. Надежный парень. В бой вступают Данте с Мэри. На пули ему плевать. Видимо, ДНК у него до сих пор слишком человеческая. Вдруг она замечает, как тот прикрывает свой клапан от пуль и все понимает. Им на помощь прилетают вертолеты и начинают обстреливать монстра. Но ему абсолютно плевать. Он роняет с помощью меча Спарды все вертушки. Похоже, за один удар мне его не одолеть. Леди объясняет Данте, что вся демоническая кровь проходит через клапан на груди, поэтому его нужно прострелить, тем самым отключив питание. В этот момент кролик их находит и записывает девки по корпусу, а Данте вытаскивает меч. Кадр переходит к Энзо. Он думает, как помочь корешу и замечает ту волыну. Блондинчик продолжает драку и видит, как клапан трескается. Это все из-за того, что с каждой секундой он все больше и больше прокачивает крови, и скоро его тело не выдержит. Раз так, то можно просто по газам дать, чисто в доганы с ним поиграть. Там как раз клапан будет больше прокачивать. Мозгов у меня нет, господа. Но зато есть идея. Оно продержится столько, сколько надо! Случается так, что демонюга хватает Данте и заваривает в стену. Ему на помощь приходит Энзо, который намеревается с пушки разнести все дупло этому ублюдку, но не получается. Вот видишь, говорил же, что ради тебя я и под клинок встану. Данте ловит красные глаза и начинает жестко меситься с демоном. В этот момент Мэри приходит в себя. Кролик снова запускает блондинчика в стену и им несколько домов. Только после этого у того выступает кровь. Вдруг появляется леди на вертолете. Командует товарищу уходить, и они улетают, но тот начинает преследовать их по крышам и сшибает вертолет. Моя идея почти сработала. Надо было еще чутка протянуть. Наконец-то! Меч Спарды в истинной форме. Активировав меч, кролик говорит, что этому миру придет капут после того, как кровь коснется клинка. Данте начинает с него смеяться, но тот достает ампулу с кровью Вергилия и капает на амулет. Вергилий же... Мертв? Нет, Данте. Твоя вторая половинка вполне себе жива. Этим же клинком демон буквально пронзает Данте, тем самым заполучив его кровь. В этот же момент в небо устремляется луч, который и открывает портал. Буквально через секунду на Землю начинают прибывать демоны из другого мира и устраивают хаос. Кролик начинает злорадствовать над Данте. В это время внизу Мэри приходит в себя и проверяет пистолет. В нем оказывается всего лишь одна пуля. Демоны начинают кошмарить обычный народ, а кролик смеется над Данте. Мэри заряжает пулю и стреляет ровно в клапан. Джекпот. Тот буквально сразу начинает терять силы, а Данте на гневичах и с криками за Вергилия вытаскивает меч Спарды из себя, преображается в свой адский лик и пронзает эту тварюку. Перед смертью тот продолжает с него смеяться, но и он буквально разрубает его пополам, после чего вынимает амулет из меча, тем самым закрывая портал, и все демоны исчезают. Ура, победа! Чуть позже они вместе с леди обсуждают произошедшее. Она считает, что ему не очень-то и радостно от этого всего. У вас там в Дарком что, психоанализ для демонов преподают? Данте сообщает про брата и заявляет, что должен его отыскать, да предлагает Мэри заняться этим вместе. Типа Рикс и Мёрто, Танго и Кэш, Данте и леди. Меня зовут Мэри. Обсудим еще. Леди усыпляет его шприцом, потому как боится за безопасность меча и амулета. В спину, сука, в спину вставил нож, крыса!
Тут по-другому и не скажешь, но рано или поздно она поймет, что тот ее использует. Происходит какая-то вспышка. Час назад Андрес поднимается к Бэйнсу на борт. У него сразу отбирают открывашку портала. Вице-президент обвиняет его в том, что он сливал инфу, и спрашивает, что кролик велел ему с этим делать. Ответ – уничтожить. Делать этого он не собирается. Ему наоборот хочется открыть портал и развязать войну против ада. Да вы реально спятили! Думаете, вы способны выиграть войну с адом? Моя вера в Господа абсолютна. В настоящем вице-президент дает отмашку. В портал истребители запускают камеры с ракетами, тем самым начав уничтожать тамошних жителей. Тут Данте заморозили, меч с амулетом спрятали. Спустя некоторое время президент сообщает народу, что ад существует. В это время там Бэйнс отстраивает тюрьму Ураборос. Нас переносят к заключенным. Кто-то внезапно разрубает охранников и освобождает мелких демонов. Это оказывается Вергилий, действующий от лица Мундуса. Люди и их солдаты даже не представляют, какой ураган их ждет. И этот ураган я. Титры. Вот таким был мультсериал от Netflix «Дьявол может плакать». Что можно сказать? Мне понравилось. Пускаем бустеров. Я собственноручно серию игр не проходил. Хотя это как посмотреть. Если летсплей на ютубе считаются, то можно сказать проходил чутка. В общем, с серией игр я знаком очень поверхностно. Не знаю всех деталей и прочего. И возможно, именно поэтому мне сериал ультра зашел. Я просто на одном дыхании щелкал серию за серией. Они еще и длятся недолго. Всего 8 серий по 26 минут плюс-минус каждая. Но за такой короткий промежуток времени происходит много событий. И поэтому ты постоянно заинтересован. И это плюс. Нету практически никакого нытья и специального растягивания хрона. Вот это тот случай, когда понимаешь, что 25 минут пройдут офигенно. Короче, очень насыщенно на события. Персонажи тоже очень интересные. Кролик получился мое почтение, как и Данте с Леди. Давайте еще пару слов вкину про сюжет. Вот он тут простенький. Иногда даже кажется, что слишком. Может быть из-за того, что сериалов много смотрю. Но я личность кролика для себя раскрыл еще в первых сериях. И понял, что он такое. Ну и на этом мы будем заканчивать. Если ты еще не поставил лайк и не подписался на канал, самое время это сделать. Ну и не забывайте про Телеграм. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр. Скоро услышимся.